первый день Октобера я решила не просто нарисовать небольшой скетч, но и заодно выписать все темы в скетчбук. Я это сделала для того, чтобы они всегда были под рукой даже без телефона. А также такой список дает возможность физически отмечать уже нарисованную тему, что лично мне прибавляет мотивации продолжать. Уже на этом этапе все пошло не слишком гладко, и я немного ошиблась в слове, из-за чего оно стало жирнее остальных. И в итоге я решила исправить это, сделав жирными другие слова. В итоге мне не очень нравится, как выглядит финальный список, но так, наверное, даже лучше, так как теперь мне не так страшно напортачить и в рисунках. Я рисую по официальному списку, так как он дает больше простора для фантазии, иногда ставя в тупик своими рандомными внезапными темами, никак не сочетающимися друг с другом. И первой темой была мастаж, что значит усы. Я не очень люблю усы в их обычном понимании, поэтому я решила нарисовать дракона, так как у драконов часто есть длинные развивающиеся усы. Но чтобы сделать более явный акцент на этой теме, я решила немного обыграть длинность его усов и нарисовать картинку так, будто бы дракон вяжет из своих усов носок. И поначалу все шло вроде бы хорошо, даже несмотря на то, что на изначальном скетче дракон был нарисован полностью. Но в итоге мне не хватило места на листе, и я решила нарисовать его по пояс. А затем я зачем-то решила добавить больше усовости и нарисовала якобы продолжение запутанных усов внизу страницы, что совершенно мне не понравилось, так как выглядело, скажем так, некрасиво. В итоге я исправила этот момент, но снова что-то пошло не так, и я перемудрила со складками на рукаве дракона. Затем попыталась это исправить, но сделала еще хуже. Но потом вспомнила про то, что у меня есть суперстикеры. Они полупрозрачные и отлично подходят для высветления тона. Ими я и воспользовалась, вырезав нужную форму с помощью ручки ножа. Однако по ним ничего не пишет, кроме карандаша, поэтому первый день вышел не совсем чернильным. В итоге мой дракон получился совсем не таким, как я ожидала, и я не могу сказать, что полностью довольна результатом. Однако в рамках этого челленджа я не хочу слишком критично к себе относиться, так как для меня это больше эксперимент, чем какая-то работа на результат. Поэтому даже несмотря на то, что все вышло не так гладко, как я рассчитывала, думаю, я могу сказать, что довольна как минимум тем, что начала этот челлендж. А как все мы знаем, главное в любом деле именно начать.